Друзья, всем привет! С вами снова девчонки Лис. К сожалению, я опять одна, но зато сегодня прекрасный день, прекрасная погода, и мы с вами отправляемся в зону. Поэтому давайте быстрее грузиться в мой автомобиль и вперед навстречу приключениям. Заезжаем на заправку. Надо заправить моего железного коня перед дальней дорогой. Это заправка с самым дешевым бензином. Вот 49,95 стоит. И надо бы себе тоже взять что-нибудь, водички, например. Ну что, запасы пополнены, теперь можно кататься. Пока я еду в зону, хочу сообщить вам небольшую новость. Мы переехали на Boosty, и теперь наши ролики будут выходить там. Но не пугайтесь, на YouTube также будем выкладывать наши видео, только с некоторой задержкой. Мера эта вынужденная, думаю, вы и сами все понимаете. YouTube ограничил монетизацию трафика из России, а у нас много подписчиков именно из России. Потому мы решили сделать канал на Boosty. Для тех, кто любит наше творчество, кому нравятся наши походы, поездки и приключения, welcome к нам на наш новый канал на Boosty. Там уже залиты новые видео из Чернобыля и не только, поэтому будем очень рады вас видеть. Потому что именно с вашей поддержкой нам будет легче создавать новый контент. Ну и погнали быстрее смотреть зонку. Разминирование поехало. Итак, по традиции у нас тут весенний ямочный ремонт. 400 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Вот, надеюсь, вы слышали. Навигатор работает исправно. И мы с вами подъезжаем к Чернобылю. Знаменитое яйцо. Ребят, узнаете лэпки наши любимые? Вот они, родимые. Как же я скучала по вам. Сейчас бы брести здесь с рюкзачком где-нибудь или на привале сидеть под лэпом. Если меня спросят про топ-10 любимых мест в зоне отчуждения, это будет однозначно одно из этих мест. Я просто обожаю лэпки, и я думаю, Людмила будет со мной согласна, потому что под ними мы провели столько чудесных часов в дороге, с привалами. И ночевали даже в нашем первом походе под лэпом. Это особая романтика. Так здорово снова очутиться тут. Ох, класс. Вот они, лэпки наши любимые. Слышите, как трещат? Это музыка лэпа. Бесконечная, бесконечная дорога под лэпом. Много-много километров пути под треск проводов. Проезжаем такую деревню. Однажды на пути обратно из зоны в цивилизацию мы встретили интересных чуваков, рогоносцев. И вот они были из этого села. Интересно, рогоносцы ходят в походы сейчас, в это время? Живность всякая. И уже прилетели аисты, гнездятся на фонарных столбах, на электрических столбах. Я вот, кстати, еду, связи уже нет.
Вот это мое любимое, когда приезжаешь к зоне, связь вообще отрубается полностью, и ты почти все вот этот весь период, когда ты идешь до Припяти, у тебя связи вообще нету с миром. Полностью предоставлен сам себе. Если что случится, ты даже себе помощь не сможешь вызвать. Не знаю, говорили, что немножечко получше стала связь. Вот когда в прошлый поход я ходила, в прошлом году, мой мини-поход, там действительно связь была, а здесь это немножечко другое направление, и здесь связи нет совсем, просто ноль. Вы видите это? Смотрите, сколько дров. Вы как думаете, это что? Это Чернобыльский лес, да. Вот, короче, это все Чернобыльский лес. Это все вывозится потом на Киев, я не знаю, или на продажу, или на сжигание. Но это все лес из Чернобыля. А вот мы и въехали в нашу любимую деревню, наше любимое село. Мы, кстати, из него никогда не забрасывались, но несколько раз выходили, и, по-моему, вот у этого, что ли, Через 200 метров... А вот с этого пятачка нас забирал водитель, которому мы звонили чуть ли не за сутки, когда выходили из Припяти. И здесь он нас поджидал. Вообще сталкеры любят это место. Часто, наверное, и забрасывались, и выходили, потому что здесь удобно переходить границу. Смотрите, какая змейка греется на солнце. Это что за змея, интересно? Может быть, полос? Но не уж точно. На гадюку тоже не похоже. Ну все, приключение начинается. Я уже вышла из машины, проехала сколько возможно. Дальше здесь уже начинаются огромные лужи и заброшенные дома. Сейчас все будем с вами смотреть, изучать, замерять радиацию. Настроение просто прекрасное. Вы посмотрите, как все цветет. Зелень распускается, птички поют, солнце греет. Это просто какая-то благодать. На душе прям становится так отрадно. Вообще хочу сказать, что апрель, пожалуй, мой любимый месяц в Украине, во всяком случае, потому что вся природа просыпается, зелень начинает пробиваться после зимы, куча деревьев цветет, наполняется воздух таким ароматом жизни, и ты это все вдыхаешь и заряжаешься энергией. Поэтому посылаю вам лучи своего настроения. Сегодня прям как-то позитивно. Настрой такой оптимистичный, радостный какой-то. Не знаю даже почему. Наверное, из-за весны все-таки. Прям душа поет. Ну а дорожка у нас пока ведет через лес. От населенного пункта это не так далеко. И здесь еще не сама зона отчуждения. То есть до самой границы нужно немножечко пройтись. Но здесь на машине, на моей, вообще уже не проехать, потому что периодически встречаются огромные лужи. Поэтому я решила, дабы не застрять, пройтись немного пешком. Вот вы можете наблюдать, как вырубается лес. Полесский и Чернобыльский. Все вот эти дрова, которые мы с вами видели, вот они отсюда. А уж что там творится в Чернобыльской зоне, даже страшно представить. Насколько масштабно там идет вырубка, особенно сейчас. Вот сейчас иду по этой дороге и прям вспоминаю, как мы с Людмилой, уставшие, в жаре,
Рюкзаки тяжелые и куча комаров. Как мы здесь шли на выход. Это был прям самый сложный отрезок пути у нас. Под конец уже маршрута. Уже ноги все стертые. Уже мы такие уставшие. Уже ничего не хочется. И остаются последние километры вот этого леса, полного комаров. И, кстати, сейчас они уже проснулись. Апрель, я думала, они немного позже будут просыпаться, но, видимо, из-за того, что жарко, уже кусаются. Так классно поют птицы. Я прям хочу с вами поделиться. Сейчас включу видео и просто в тишине послушайте, попробуйте окунуться в эту атмосферу, чтобы у вас было максимальное погружение. Это потрясающе. Я надеюсь, мне удалось хоть немного передать вам атмосферу, которая здесь царит. Настоятельно всем рекомендую, пока такая прекрасная погода, пока весна, выходите в парки, в леса, наслаждайтесь природой, вдохновляйтесь, набирайтесь жизненной энергии, потому что когда, как не сейчас, вся природа просыпается, везде бурлит жизнь. Тут уже живность бегает, какой-то тетерев или куропатка в кустах. Ну, убежал. Короче, я пока тут иду, наслаждаюсь природой, меня уже какой-то жук за сиську укусил. Поэтому я уже пострадала от этой природы. А тем временем мы уже подобрались к границе Чернобыльской зоны. Здесь колючки как таковой нету. Но здесь есть предупредительные знаки о том, что мы заходим в запретную зону. Вот так выглядит граница Чернобыльской зоны. И вот еще значки на дереве. Все, друзья, дальше за моей спиной начинается зона, самая настоящая. Пойдем. Опять такой мандражик, как всегда, когда заходишь в зону. Кстати, вот здесь есть следы, но они не очень свежие. Тут еще знак радиации, смотрите. Этот какой-то новый, а вот этот совсем старенький, выцветший. У нас есть видео, где мы по этой дороге прям выбрасываемся из зоны. Вы можете посмотреть, мы вам вставим ссылочку. Посмотрите, вспомните, как это было. Плакатик хочу снять. Вот так выглядит граница 30-километровой зоны отчуждения. Сразу понятно,
Объект хорошо охраняется. Очень периметр серьезный. Ходите, но как бы не ходите. Ну, мы вас оштрафуем обязательно, если вы пойдете. Вот значки видите вот эти вот? Все. Штраф вам будет. Да точно. Ну что, вот и подошел к концу наш такой долгожданный совместный поход с Людмилой. Мы, конечно, так устали сильно. Очень сильно устали. Мы так неслись. Жарко. Да, нас так натерлись ноги. Сейчас я иду. Надо быть максимально, предельно внимательной и осторожной. Потому что по одним источникам границы зоны проходят по реке, а по другим как раз вот там, где мы только что с вами прошли. Но находясь здесь, уже рискую, потому что здесь ездят патрули, населенный пункт рядом, и не знаю, как они отнесутся, потому что я здесь гуляю, как у себя дома. Вот видите, это дорожка. Трава примятая, не знаю, ездил кто-то по ней сегодня или нет, но следы есть. То есть она не совсем заброшенная. И сюда периодически кто-то наведывается. Ну вот весна, половодье. И я так понимаю, что какой-то брод у нас тут намечается, всеми любимый. Но пока можно так идти. Брод не понадобился, пока справляемся в одежде. Посмотрим, как дальше дело пойдет. В общем, можете себе поверить, друзья, я добралась до Ужа. Это вообще счастье, полные штаны и очень стрёмно. Вообще, я в шоке. Я вообще не думала, что я когда-то дойду теперь до Ужа. Что когда-то мы здесь побываем еще раз с вами. Вот он, друзья. Вот он, Уж. Наша любимая река с вами. Сколько мы в ней купались. Сколько воды выпили. Это русло чудесное. Всегда как спасение на пути и в Припять, и из Припяти. И напоит, и охладит. Обожаю эту реку. Но сейчас видите, какая она полноводная. А вот там уже вдалеке заброшенное какое-то здание. Блин, а вот там коровник виднеется вдалеке. Вообще, это же все такое знакомое, родное. Я тут, пока мы сюда шли, я уже совсем забыла про дозиметр. Надо же включить, отметиться. Смотрите, чистейшая зона. Без всякой радиации. 6-7 микрозирт или микрорентген, как кому нравится. Просто посмотрите. Чистейшее место. Даже в Киеве такого нет. Любуйтесь, друзья. Интересно, если нас смотрят сталкеры, узнаете родные места? Вот оно, зонка там впереди. Если найду вот эти старые материалы, ставим вам в видео, чтобы напомнить, как он летом пересыхает, когда мы здесь вброд переходили. А сейчас это быстрая полноводная река. И здесь уже, наверное, только вплавь.
Мы наконец-то достигли Ужа. Когда я его здесь переходила, мне было примерно по грудь, вот там в конце, где Людмила идет. А сейчас он настолько обмелел, что здесь посередине образовался остров. Ну как? О, как хорошо, Боже! Хорошо. Супер. Правда? Ну что, друзья, раздеваемся и вброд через реку Уж. Девчонки Лис взялись за старое. Ну а что, серьезно, переплыть каких-то 20-30 метров, и мы с вами снова в зоне. Открываем купальный сезон в апреле. Супер. Вода классная. Ну что, поплыли? Да-да, в зону. О, классно. Все, вылезаем. Ну, кстати, вода не такая уж и холодная. Вполне можно запросто переплыть, и ничего, ты даже не простудишься. Ну, сейчас надо попить горячего чая, немножко посидеть. Фух. Ну что, кто там скучал по бродам? Пожалуйста. Броды 2024. Девчонки Лис взялись за старое. Но я просто не могла этого не сделать, потому что, наверное, только сталкеры, опять же, меня поймут. Побывать в такое время на реке Уж, это дорогого стоит, а тем более искупаться в ней. Это, знаете, как крещение. На крещении, когда купаются, вот это оно. Ох, я окунулась прям в зону. Окунулась и наполнилась ее энергией. Ох, красота. Единственное, чего мне сейчас не хватает, точнее кого? Моей любимой напарницы Людмилы. Потому что она, я знаю, тоже очень любит это место и тоже очень скучает по походам, по нашим приключениям. И мы бы с ней здесь прекрасно время провели, даже вот в таком небольшом походе, однодневном. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем все-таки осуществить наши планы и мечты и сходить еще раз в зону вместе.
И опять же переправиться через Уж, заночевать в деревне, дойти до Припяти, там обустроиться, пожить. Но пока остается довольствоваться тем, что у нас есть. За это тоже нужно быть благодарными, потому что мы живы, мы здоровы, и это самое главное. Ну, поднимаю бокал вот этого чая за всех сталкеров, которые, так же как и мы, страдают по зоне, скучают и ждут возвращения. Давай, фокусируйся, смотрите. Друг Валера ползет ко мне. Сейчас будем ликвидировать. Я им отрываю их носики, которыми они жалят. Вот так. Я бы вечно так сидела. Это какой-то божественный привал. Но надо идти дальше. Вы думали, на купании все закончится? Нет. Программа сегодня насыщенная. Ну давайте, чтобы на счастье, чтобы быстрее вернуться в зону, 2 монетки кидаю за нас с Людмилой. Все, идем дальше.